Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы хотим вам показать наш очередной готовый проект. Это у нас машина на базе трактора МТЗ-82.1 с балочным мостом. У нас здесь интересные навески по передней части трактора у нас все более-менее стандартно. Это идет погрузчик Сальсельмаш Турс 1500М. Хочу, пользуясь случаем, ребятам с Сальска передать привет. Знаю, что они смотрят наш канал. Ребята, всем привет. И начнем с похвалы ребят с Сальска. У нас идет погрузчик с управлением джойстиком. И что хорошо, ребята сделали вот в этой коробочке уже у нас есть дивертор. И для монтажа, допустим, челюстного ковша, либо поворотного отвала, нам никаких танцев с бубном делать не надо. Мы просто оттуда кидаем два шланга вот в это место. И все. На джойстике у нас есть кнопка. На погрузчике есть дивертор. Просто устанавливаем сюда вот два шланга и выводим их БРС вот в это место. Так, это первый плюсик. Второй очень существенный плюс. Хочу сказать о том, что ребята переделали вот эти вот проводку управления кнопками джойстика. Собственно, здесь у нас она не применяется, но она есть. В дальнейшем, возможно, клиент захочет что-то гидроповоротное, либо челюстной ковш. И это все можно будет подключить. Они изменили вот эту проводку. Раньше это был обычно какой-то простой провод. Сейчас это идет все в гофре, в автомобильной. И вот с такими вот влагозащищенными разъемами. Ну, а разъем, по-моему, и ранее были, но здесь они более такие добротные. И все это хорошенько обжато в гофру. Все это проведено. Остальное все, погрузчик у нас встает болтон. То есть как по инструкции, ресивер у нас остается на месте. Его никуда не деваем, то есть он остается у нас вот тут, и возможность таскать прицеп у нас сохраняется. Далее здесь у нас установлен распределитель гидравлический, поскольку управление джойстиковое, нам нужен распред. Давайте сразу покажу. Здесь у нас вот идет такой вот джойстик. Он у нас идет с фиксацией и с двумя кнопочками. Использоваться будет одна, возможно, и две. Да, давайте на этом моменте пока пробежимся по трактору. Это у нас балка, 24 год выпуска, с теплообменничком, с кондиционером. И вот с такой вот нарядной новой оптикой. Она у нас по-прежнему на обычных лампочках, но изменили вот эту вот саму крышку, где у нас получается поворотник и габарит. Рабочий свет диодной фары. Сейчас покажу их. У нас получается 4 без рассеивателей и 4 вот с такими вот с мощными рассеивателями. Сверху стоят немножко другие фары рабочие. По поводу, кстати, фар у нас был большой обзор по поводу фар дополнительного освещения. Если интересно, зайдите, посмотрите. Так, ну и сзади тоже у нас лампы до сих пор обычные накаливания, круглые, но вот такой вот уже красивый отражатель, я не знаю, как назвать. Наружные элементы прозрачные. Так, что у нас далее? Далее у нас здесь кран-манипулятор от компании тоже Сальсельмаш с грузоподъемностью на 2 тонны. Устанавливается он на заднюю навеску, что, на мой взгляд, очень удобно, так как его можно отстегнуть и спокойно заниматься какими-то другими своими делами на тракторе. А при необходимости мы можем его пристегнуть. Грузоподъемность под собой заявленная до 2 тонн. На максимальном вылете, по-моему, 0,25 я читал.
книжку. Вот так эта вещь выглядит в сложном состоянии. У нас здесь есть поворот. Поворот у нас на 160 градусов. Здесь 2 цилиндра. Также у нас здесь есть аутриггеры для более хорошей устойчивости. Так, еще очень важный момент, что здесь у нас сохранено дышло для прицепа. То есть грузить и выгружать бигбэги с разным наполнением можно и нужно, и будет удобно. Также у нас телескопическая стрела. Угол поворота у нас 160 градусов, я повторюсь. Максимальная высота подъема стрелы 6,7 метра. И максимальный ее, точнее, вылет стрелы минимальный 2,660. Но мы сейчас вам в работе его покажем. А максимальный вылет 5,5 метров. По массе тонна 150. Такая установка весит. На мой взгляд, симпатично. Удобно. По цене на данный момент у нас сегодня 13 мая 2025 года. Данная установка стоит 660 тысяч рублей. Так, да, еще хотел бы обратить внимание на момент, что у нас здесь вот идет управление. Здесь у нас идет распределитель. Тут у нас поворотная. Ослабляем там, поворачиваем, ослабляем здесь, поднимаем выше и через заднее стекло управляем. Также есть вот такая кнопочка, которая заставляет трактор издавать сигнал. То есть мы подключаем в розетку вот в эту, и при работе можно будет бибикать, чтобы все разбегались. Также тут идут дросселя по регулировке потока масла гидравлического. Единственный момент, какая недоработка на наш взгляд, вот на это стоит обратить внимание, шланги вот эти, подводящие к распреду, подачи и обратка, они достаточно короткие. То есть вот вся их длина, вот от распределителя вот сюда. И рычаг у нас фиксации только средний на 82-м. И, собственно, поэтому нам пришлось удлинить шланги. Взяли мы подачу отсюда. Вот отсюда у нас просто дождичек немножко. И шланги проложили назад. И здесь уже через муфты и клапана все это дело соединили. Так, друзья, ну пойдемте посмотрим в кабину. Возможно, у нас что-то поменялось. Но это не точно. Так, ну что, мы в кабине нашего красавца. Вот так выглядит навесное оборудование. Здесь у нас черная тканька обычная, которая будет пылью запачкиваться, вот на мой взгляд. Управление кондиционером, управление дополнительным освещением. Новый вот этот плоский плафончик. Ну и все черное. Здесь у нас есть еще аптечка. Раньше почему-то их не было, они были как-то на удачу. То есть то были, то не были. Тут у нас все по классике. Рулевое колесо, заяц-черепаха, коробка переключения передач, ручник, передний мост. Управление джойстиком вот здесь вот разместилось. Достаточно удобно. То есть вот я правой рукой держу камеру, но на мой взгляд удобно. Здесь у нас ручной газ, вал отбора мощности. И получается кнопка включения-выключения массы. Да, вот по погрузчику еще очень большой плюс, что у нас помимо автомобильного провода и автомобильной гофры и разъемов, у нас идут вот один неразрывной провод без разрывов. Он идет к плюсу-минусу через предохранитель. Это что касаемо управления погрузчиком. Ну вот, собственно-то говоря, и все. Нестареющая классика. 82-й. Панель приборов пока обычная. Говорят, что скоро пойдет цифровая. Что будет панель приборов цифровая. На каких тракторах это уже есть? На 20-ках, допустим.
Но до 82-х пока это дело все не дошло. Ждем, что это придет и в самый распространенный трактор. Так, ну что, друзья, сейчас настало время показать, как работает у нас манипулятор. Я приглашу сейчас к нам Алексея. И мы посмотрим, как вся эта красотища раздвигается, поднимается, опускается. В общем, посмотрим на все это, на это дело в работе. Итак, друзья, ну что, вот мы завели трактор. И сейчас будем работать манипулятором. У нас Алексей наш. Аутриггеры. У них очень хорошие такие площадочки. У нас здесь неровная земля, ну, сами видите. У них очень хорошие такие большие площадки. Так. Ага, то есть вот сейчас Алексей выполняет две операции одновременно. Подъем и раздвигание телескопа. Выдвигает телескоп. Максимальный вылет 6,7 метра. Подъем, вылет. Сейчас скажу. Я уже говорил, но повторюсь. Вылет 5,50. Угол поворота 160 градусов. По мне вещь очень удобная для хозяйства. То есть какие-то там, даже двигатель вынуть откуда-то из техники, может там со 150-ки, либо с К700. Подъехать, и уж понятно, что на полном вылете мотор не возьмем, потому что он тяжеленький, но тем не менее плюс получается мешки грузить, выгружать. Лёш, а выдвини еще третью тоже. Это максимальная, да? Вот у нас получается это максимальный вылет. Ага. Леша, а мне кажется, третья должна еще выдвигаться, нет? Подними. Здесь у нас получается вот такой вот крючок, мы его подвязали, чтобы он не задевал ни за что. А третья часть, возможно, кстати... Лешка, а третья, возможно, механически выдвигается. Давай посмотрим. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Секундочку. Не думаю, что она механически выдвигается. А мне кажется, да. Потому что вылет типа 5,5 метров. Мне кажется, тут 5 метров нема. Нету, стой. Она не хочет выходить. Не хочет. А мы сейчас вооружимся молотком с Лешей и проверим. Молоток. Итак, да, друзья, мы не ошиблись. Наши предположения были верны. Механическая фиксация третьего телескопического колена. То есть она у нас фиксируется вот здесь. И где-то вот метр как раз и добавляется. То есть максимально у нас вот получается. Но если это будет необходимо добавить вот этот метр, то это надо будет делать механически. Гидравлически у нас только две секции. Вот первая и вторая. Все. Вот сейчас данную красоту мы будем собирать. Спасибо, что посмотрели
этот обзор. Если вам нужна техника на базе трактора «Беларус», а также оборудование для расчистки территории, это мульчер, ротоваторы, удалитель пней, рубилки, все контакты наши указаны в описании. Пишите, звоните, не стесняйтесь. Все, всем большое спасибо за просмотр. Всем крепкого здоровья. А мы сейчас заправим вот эту третью телескопическую часть и будем передавать трактор нашему клиенту. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.